Юго-Восточная Азия встретила семью Картеров удушливой влажностью и бесконечным хором цикад. Для 8-летнего Этона эта поездка была не просто отпуском, а отчаянной попыткой родителей подарить сыну яркие впечатления. Мальчик боролся с лейкемией, и каждый его день был битвой. Его кожа была бледной, почти прозрачной, а в глазах застыла мудрость человека, который слишком рано узнал цену жизни. Они ехали по старой просеке вглубь джунглей, когда машина заглохла. Пока отец, Дэниел, копался в моторе, Этон отошел к краю высокой травы, которую местные называли слоновьей. Там, в тени гигантских папоротников, он услышал звук. Это не был рык, скорее, едва слышный прерывистый хрип. Раздвинув жесткие стебли, мальчик замер. Перед ним лежал тигренок. Он был настолько истощен, что полоски на его шкуре казались нарисованными на голом скелете. Глаза малыша были затянуты пленкой, а лапы судорожно подергивались. «Мама, папа, он умирает так же, как я иногда чувствую себя», прошептал Этон, когда родители подбежали к нему. В этот момент в сердце ребенка что-то щелкнуло. Он не испугался хищника. Он увидел в нем отражение своей собственной борьбы. Судьба свела двух существ. Ребенка, чьи клетки предавали его, и зверя, которого предала сама природа, оставив без защиты матери. Спасение Кайра, так назвали тигренка в честь города, где Этон проходил курс экспериментальной терапии, стало международным скандалом и одновременно триумфом человечности. Местные власти и сотрудники заповедника были категорически против. Дикая природа должна оставаться дикой. Он не выживет в неволе. Это опасно. Но Дэниел Картер, известный архитектор, и его жена Сьюзен, ветеринар по образованию, задействовали все связи. Им помог доктор Льюис Ховард, натуралист с мировым именем. После недель бюрократического ада было получено беспрецедентное разрешение. Временное содержание тигра в частных условиях для реабилитации под надзором специалистов. Перелет в США был сложным. Кайра перевозили в специальном боксе с климат-контролем. Все это время Этон сидел рядом, прижав ладонь к вентиляционной решетке. Он шептал тигренку сказки, которые мама читала ему в больничных палатах. Удивительно, но как только голос мальчика затихал, пульс тигренка учащался, и он начинал беспокойно метаться. Стоило Этону заговорить, зверь затихал. Ранчо Картеров в Монтане превратилось в уникальную лабораторию жизни. Дэниел спроектировал огромный вольер, который плавно переходил в часть дома. Стеклянные стены позволяли Кайра и Этону видеть друг друга 24 часа в сутки. Кайра рос невероятными темпами. Из заморыша весом в 4 килограмма он превратился в грациозного подростка с мощными лапами, но его поведение было аномальным для тигра. Он не проявлял агрессии к Этону. Когда мальчику становилось плохо после очередного курса химии, Кайра ложился у самого стекла или, если им разрешали контакт в присутствии Сьюзен, клал свою тяжелую голову на колени ребенка. Это была симбиотическая связь. Врачи Этона были поражены. Показатели крови мальчика начали улучшаться. Психологи утверждали, что ответственность за жизнь Кайра дала Этону мощнейший стимул бороться. Тигр стал его живой батарейкой. Каждый день начинался с того, что Кайра издавал «пфуф».
особый звук, которым тигры приветствуют друзей. Этон читал тигру учебники. Кайра внимательно слушал, иногда пытаясь поймать картинки в книгах через стекло. Они играли в прятки. Огромный хищник умел бесшумно растворяться в траве вольера, заставляя Этона искать его по едва заметному движению кончика хвоста. К 2 годам Кайра стал машиной весом в 200 килограммов. Природные инстинкты начали просыпаться. Он все чаще смотрел на лес за пределами ранчо. Его прыжки стали сокрушительными, а рык разносился на мили вокруг. Соседи начали беспокоиться, а государственные службы напомнили о временном характере разрешения. Решение было болезненным. Кайра должен отправиться в специализированный заповедник Королевский Прайд во Флориде, где условия максимально приближены к диким, но есть защита от браконьеров. В день отъезда Этон не плакал. Он подошел к клетке, прислонился лбом к прутьям и сказал: «Ты стал сильным, Кайра. Теперь моя очередь. Обещай, что ты не забудешь, как пахнет мой дом». Тигр долго смотрел на него своими янтарными глазами, затем издал долгий тоскливый вой, который преследовал Этона в снах еще долгие годы. Прошли годы. Этон Картер совершил невозможное. Он победил болезнь. К 15 годам он вошел в полную ремиссию. Он стал высоким, крепким юношей, но в его характере осталась та самая тигриная сосредоточенность. Он профессионально занялся фотографией, фиксируя исчезающие виды животных. А Кайра он получал регулярные отчеты. Сначала тигр адаптировался хорошо, но со временем новости стали тревожными. Кайра стал изгоем. Он не создавал пары, часто вступал в стычки с другими самцами, но не из-за территории, а словно от раздражения. Он часто часами сидел у ограждения, глядя в ту сторону, где заходила луна. В 2025 году пришла критическая сводка. Кайра перестал есть. Он впал в глубокую депрессию, его организм начал отказывать без видимых физических причин. Директор заповедника, доктор Элизабет Грин, позвонила Картерам. «Мы боимся, что он решил уйти. Он просто лежит и смотрит в пустоту. Этон, вы — наша последняя надежда». Этон прилетел во Флориду на закате. Заповедник встретил его криками экзотических птиц и тяжелым запахом прелой листвы. Его провели к вольеру «Зона Альфа», где содержались самые крупные особи. Кайра лежал под навесом. Его шерсть потускнела, бока впали. Он не повернул головы, когда группа людей подошла к бронированному стеклу. Этон попросил всех отойти. Он подошел к стеклу и сделал то, что делал 7 лет назад на ранчо. Он тихо, едва слышно произнес «Пфуф». Тигр вздрогнул. Его ухо дернулось. «Кайра», — позвал Этон, — «я пришел. Я обещал, что стану сильным, и я стал. Теперь твоя очередь вставать». То, что произошло дальше, сотрудники заповедника позже назовут биологическим чудом. Огромный зверь, медленно, шатаясь, поднялся на лапы. Он подошел к стеклу, и его огромная лапа размером с голову взрослого мужчины мягко легла на поверхность, там, где была рука Этона. Зверь издал звук, похожий на сдавленное,
рыдание. В этот момент между ними не было преград, не было лет разлуки, были только два брата, переживших смерть. Однако встреча была прервана самым жестоким образом. В ту ночь на заповедник было совершено тщательно спланированное нападение. Группа браконьеров, оснащенная приборами ночного видения и тяжелыми транквилизаторами, проникла на территорию через слепую зону камер. Их целью был Кайро, ручной тигр с уникальным окрасом и историей, за которого азиатский коллекционер предложил баснословную сумму. Система оповещения сработала слишком поздно. Этон, который остался ночевать в гостевом домике неподалеку, услышал странный хлопок, выстрел дротиком. Он бросился к вольерам, игнорируя крики охраны. Он выбежал на поляну как раз в тот момент, когда трое мужчин в камуфляже пытались открыть технические ворота вольера. Они уже выстрелили в Кайро дважды, но дозировка, рассчитанная на обычного тигра, не сразу свалила гиганта, ведомого яростью и адреналином. «Отойдите от него!» — закричал Этон, бросаясь вперед. У него не было оружия, только ярость. Один из браконьеров обернулся и навел на юношу винтовку. «Уйди с дороги, парень, или ты уснешь надолго вместе с кошкой». В этот момент Кайро, который до этого метался по вольеру, замер. Он увидел, как человек направляет металлическую палку на Этона. Того самого Этона, который кормил его с соски, который читал ему книги, который был его стаей. Произошло то, к чему не были готовы даже эксперты. Кайро не просто бросился на сетку, он использовал ствол упавшего дерева как трамплин, совершил невозможный прыжок и буквально перелетел через 5-метровое ограждение, которое считалось непреодолимым. Браконьер выстрелил в Этона, но промахнулся. Пуля лишь оцарапала плечо юноши. В следующую секунду рыжая молния весом в 1/4 тонны обрушилась на преступников. Кайро не убивал. Это было странно и пугающе. Он действовал как профессиональный телохранитель. Одним ударом лапы он выбил винтовку, ломая кости нападавшему, вторым отбросил другого браконьера на несколько метров. Он встал над Этоном, закрывая его своим телом. Его рык был настолько мощным, что у присутствующих заложило уши. Это был не просто звук, это была вибрация самой земли. Браконьеры, охваченные первобытным ужасом, бросились к своему фургону. Они поняли, они сражаются не с животным, они сражаются с чем-то гораздо более опасным, с существом, у которого есть цель. Когда подоспела охрана и полиция, они застали невероятную картину. На траве сидел Этон, прижимаясь спиной к боку огромного тигра. Кайро тяжело дышал, действие транквилизаторов наконец начало сказываться, его веки тяжелели, но он упрямо держал голову, сканируя пространство на предмет угрозы. Браконьеры были задержаны в лесу. Их машина врезалась в дерево, так как водитель был в состоянии глубокого шока. После этого инцидента скрывать историю было невозможно. Общественность потребовала пересмотра условий содержания Кайро. Благодаря международной компании «Связь Картера» были собраны средства на расширение заповедника. Но главным было не это. Этону разрешили работать в заповеднике на официальной основе в качестве специалиста по этологии и реабилитации. Кайро быстро пошел на поправку. Его депрессия исчезла. Он все еще оставался диким хищником для всех остальных, но для одного человека он навсегда остался тем самым тигренком из высокой травы.
Сегодня, если вы окажетесь на границе королевского прайда на рассвете, вы можете увидеть странную картину. Молодой человек с камерой сидит на возвышении прямо внутри охраняемого периметра, под надзором систем безопасности, конечно. Рядом с ним, в нескольких метрах, лежит огромный бенгальский тигр. Они не играют, не обнимаются. Они просто смотрят на восходящее солнце. Эта история учит нас тому, что любовь и преданность не являются исключительной прерогативой человеческого вида. Иногда в самых дебрях джунглей или в тишине больничной палаты рождается связь, которая сильнее смерти, сильнее законов природы и выше любых преград. «Мы спасли его жизнь тогда в джунглях», — скажет Этон в одном из своих интервью. «Но правда в том, что все эти годы он спасал мою». С тех пор в штате Монтана и в заповеднике Флориды установлены небольшие таблички в память об этом случае. На них всего 3 слова: «Душа не имеет вида».